Фанаты волейбола, всем привет! 11-й тур мужской российской пари Суперлиги поразил своей насыщенностью и непредсказуемыми результатами. Сегодня в обзоре вы узнаете, смог ли Кузбасс замучить очередной топ-клуб, как поживает Урал с Шулеповым и смог ли Факел победить хотя бы один из клубов из топ-5. Прямые трансляции и записи матчей вы всегда можете найти на сайте Всероссийской Федерации волейбола. Ну а теперь подпишитесь на канал, поставьте лайк этому видео, загляните в телегу и поучаствуйте в прогнозах на следующий тур. В комментариях жду от вас игрока, который вас удивил в этом сезоне. Заваривайте чай или кофе, присаживайтесь поудобнее и приятного просмотра. Начнем с Сургута, где Газпром Югра встречалась с Новой. Матч получился напряженным. Из-за болезни игроков у сургутян в роли доигровщика вышел олимпийский чемпион Лондона, либеро Алексей Мачаев. А на месте центрального блокирующего оказался диагональный Никита Алексеев. Первый сразу же подарил всем зрителям заряд сумасшедших эмоций, закрыв 1 в 1 блоком диагонального Новой Дениса Литвинова. Учитывая ситуацию с составом, было очевидно, что сургутянам будет тяжело. В концовке первой партии сказалась нехватка человека, который может забить и помочь сняться с подачи соперника. Игроки Новой этим воспользовались и забрали концовку себе 21-25. Во второй партии хозяева умудрились отыграть -4 в середине сета. Судьба игрового отрезка решалась на балансе. Здесь на первый план вышел доигровщик сургутян Иван Каратаев. Сначала заработав фрибол своей подачей, который реализовал Раджаб, а затем эйсом завершил сет 28-26. Третья партия прошла в равной борьбе, но все решили ошибки сургутян. Как показатель моих слов, ошибка Ивана Каратаева в атаке на сетболе соперника 22-25. Казалось, хозяева уже были на краю пропасти в концовке четвертого игрового отрезка. Согласитесь, счет 16-21 оставляет призрачные шансы на интригу, но сургутяне собрались и почти сравняли. Затем казалось, что матч уже завершен. 3 матчбола имела Нова после эйса Литвинова. Но не тут-то было. Хозяева проявили характер и вновь догнали. Погоню завершил эйс Каратаева. И началась игра на балансе. Нервная для болельщиков играющих команд и восхитительная для нейтрального зрителя. Сдали нервы у того же Каратаева, который своей атакой отправил мяч в аут. 34-36, 1-3 гостевая победа Новой. Самым результативным игроком стал диагональный гостей Денис Литвинов, набравший 32 очка. Протокол матча и мой прогноз из телеграм-канала у вас на экранах. Перемещаемся в Оренбург на матч Нефтяника и Югры Самотлор. Борьба в этом матче развернулась только в первой партии. В концовке Югра Самотлор выигрывала 23-21, но не сохранила перевес. Герман Мелис не укротил подачу Сергея Панова. Со следующей удалось справиться с большим трудом. Но хозяева получили контратаку, и Егор Сиденко ловко скинул мяч в аут от плеча Глеба Радченко. Именно Егор и реализовал сетбол после защиты своей команды 27-25. Во второй и третьей партии хозяева со старта зарабатывали преимущество и не давали сопернику приблизиться. 2 раза по 25-19, 3-0, очередная победа нефтяника. По 13 очков набрали Сергей Панов и Егор Сиденко. Остальная статистика и мой прогноз на ваших экранах. Думаю, после каждого матча эту фразу повторять не стоит, вы же у меня не глупенькие. Отправляемся в Нижний Новгород, где местный АСК принимал питерский «Зенит». Первые 2 сета развивались по одинаковому сценарию, но с разной развязкой. В первом АСК имел преимущество, но «Зенит» включился, догнал соперника, а затем и забрал партию себе 25-27. А вот во втором АСК, заработав преимущество, уже не позволил гостям подобраться к себе 25-22. Перестановки Виктора Сидельникова вновь помогли оживить команду. Тимофей Тихонов вышел на позицию диагонального и очень помог своей команде. Третий и четвертый игровые отрезки прошли под тотальным преимуществом команды из Питера. АСК остановился и перестал играть. 2 раза по 14-25, 1-3, гостевая, не очень простая победа «Зенита». Самым результативным игроком стал Федор Воронков, набравший 21 очко. Перемещаемся во времени и попадаем в Красноярск, 5 декабря, где в перенесенном матче тура встречались Енисей и Казанский «Зенит». Первые 2 партии прошли под диктовку гостей. «Зенит» вторым составом переигрывал команду из Красноярска во всех компонентах. Результат на табло 11-25, 16-25. Третий сет уже проходил в равной борьбе, но 5 эйсов подряд от Романа Мурашко решили исход партии в пользу хозяев. Наслаждаемся. 25-19.
На эмоциональном подъеме Енисей начал давить соперника, а второй состав казанцев занервничал и стал ошибаться. Алексею Вербову пришлось возвращать на площадку Майку Кристенсена и Максима Михайлова. Догнать это помогло. Но Мурашко был неотразим и заработал очередное преимущество для своей команды, которое гости отыграть уже не смогли. 25-21. Героем укороченного сета стал Лабинский, который забил 6 из 7 мячей. А решающий рывок казанцы совершили на серии подач Кристенсена с двумя эйсами. 11-15, 2-3 – тяжелейшая победа казанского клуба. Самым результативным игроком матча стал казанский доигровщик Михаил Лабинский, набравший 26 очков. Возвращаемся в ближайшее прошлое и прибываем в Новый Уренгой, где местный «Факел» ждал на своей арене Белогорье. Про этот матч долго говорить не хочется. «Факел» вновь показал себя командой, которая не способна побороть свой мандраж перед важным матчем. У Белогорья вернулись в строй все главные звезды, и мне придется повторить фразу из предыдущего обзора. «Факел» потух, не успев показать зрителям и пары языков пламени. 20-25, 23-25, 19-25. Уверенная гостевая победа львов. Самым результативным игроком стал Мохаммед Аль-Хадждади, набравший 17 очков. Переходим к матчу между Солигорским Шахтером и Динамо из Ленинградской области, который проходил в Беларуси. У хозяев из-за болезни из состава выпали оба диагональных и основной либеро. Поэтому Виктору Бекши пришлось прибегать к схеме с 3 доигровщиками. Номинальным диагональным на площадке появился Андрей Марченко. Несмотря на проблемы с составом, Шахтер при своих трибунах показал характер. Правда, в волейболе случается такое, что морально-волевых качеств команды бывает недостаточно. Стартовые 2 сета закончились с одинаковым счетом 22-25. В первом точку поставил доигровщик с основоборцев Марк Аивович, во втором Скримов принес сетбол, а Пирайнин реализовал переходящий мяч. В третьем игровом отрезке горняки расслабились и заиграли в свое удовольствие. Это позволило им получить целых 4 сетбола. Но основоборцы не планировали отдавать даже один сет без боя, на подачах Тюшкевича сократив отставание до минимума. Завершила сет удачная скидка Марченко 25-23. Четвертая партия прошла в равной борьбе, но ближе к концовке гости оформили себе 3-очковый отрыв. И сколько ни пытались горняки догнать соперников, у них уже не получилось. Точку в сете и матче ставит Дмитрий Калинковский атакой первым темпом. Вновь 22-25, 1-3 с основоборцы набирают обороты. Самым результативным игроком стал Андрей Марченко, набравший 20 очков. Теперь двигаемся в сторону Кемерово на матч местного Кузбасса и новосибирского Локомотива. Старт первого сета у гостей не удался. Хозяева сделали мощный рывок на подаче Романа Пакшина с 2 эйсами. Но гости быстро сравнялись за счет атак Амара Курбанова в доигровке и тех же 2 подач на вылет. Хозяева переиграли железнодорожников в атаке. Роман Пакшин продолжил мучить соперника подачей. Душан Петкович отыгрался от блока Амара Курбанова и Ильяса Куркаева, а затем отправил мяч четко по линии. Славик Костадинов вышел на подачу и добавил в актив команды еще 1 эйс. Напомню, что Славий является воспитанником Новосибирской школы волейбола. Ну а Александр Маркин подключился с задней линии, закрыв вопросы о победителе сета 25-18. Во втором сете Локомотив впервые вышел вперед, но в большей степени был в роли догоняющего. Несколько раз команда Пламена Константинова сокращала разрыв до минимума, но перехватить инициативу у железнодорожников не получилось. Славик Костадинов затруднил прием подачей, Александр Маркин забил переходящий мяч, а Душан Петкович выстрелил из второй зоны. Илья Казаченков на сетболе соперника не попал в площадку в атаке. 25-21. В третьем сете эйс Дмитрия Лызика отправил Кузбасс на тайм-аут при счете 3-7. Ильяс Куркаев трижды зачехлил Романа Пакшина в 4-й зоне, и тренерский штаб хозяев сменил рисунок игры. На площадку вышли Кирилл Фиалковский, Славик Костадинов и Дмитрий Яковлев. Кировчане немного сократили разницу. С задней линии забил Кирилл Фиалковский, а Дмитрий Яковлев зачехлил Мартина Атанасова. Броситься в погоню за поездом мешали ошибки на подаче, и Локомотив забрал партию 19-25. В 4-й партии у Локомотива разошелся Илья Казаченков. На его подачах Лока вырвало преимущество, а атаки с краев сетки принесли еще очков. Амар Курбанов дважды подал на вылет, а после того, как Александр Маркин оказался под двойным блоком, Лока был впереди уже на 8 мячей. При счете 17-25 железнодорожники перевели игру на тайбрейк. Первые мячи 5-го сета остались за подопечными Пламена Константинова. Но после эйса Инала Тавасиева Кузбасс почти сравнялся. Преимущество гостей удерживали только атаки Ильи Казаченкова.
Роман Пакшин помог команде догнать соперника, но после Мартин Атанасов отыгрался от рук Инала Тавасиева, а Душан Петкович отправил мяч в аут. Борьба для Кузбасса продолжилась. Егор Кречетов в одиночку закрыл Илью Казаченкова, но Мартин Атанасов добил до пола тяжелейший доигровочный мяч. 13-15, 2-3, очень тяжелая гостевая победа железнодорожников. Самым результативным игроком стал Амар Курбанов, набравший 20 очков. Завершаем сегодняшний обзор фантастическим матчем, который прошел в Уфе. Урал принимал московское «Динамо». В первой партии решающими факторами становятся подача и блок бело-голубых. В середине сета динамовцы отрываются от соперника на подачах диагонального Цветана Соколова и доигровщика Ярослава Подлесных. В концовке едва появившуюся интригу убивают подачи вышедшего на усиление доигровщика Антона Семышева и несколько блоков подряд от Ильи Власова. Завершает же сет атака пайпом от еще одного доигровщика Дениса Богдана 25-20. Во второй партии бело-голубые владеют уже подавляющим преимуществом. Команда Константина Брянского давит на подачи во всех расстановках, а связующий Павел Панков, блокирующий Дмитрий Жук, Власов и Соколов записывают свой актив по одному или более эйсов. Судьба партии ясна задолго до ее завершения, а в итоге 25-14 и 2-0 в пользу «Динамо». В третьем сете подача летит уже у волейболистов Урала. Диагональный Роман Потолюк и связующий Андрей Ушков делают по 2 эйса, и хозяева к середине сета имеют преимущество. В дальнейшем динамовцы отыгрывают несколько брейковых очков. Однако в решающие моменты уфимцы стабильны на подаче и надежны в атаке. Как итог 25-22. Мощная подача и ошибки бело-голубых позволяют Уралу повести в четвертом сете. Долгое время хозяева держат москвичей на дистанции, однако в расстановке на подаче Власова динамовцы не только восстанавливают равновесие, но и выходят вперед. Урал быстро сравнивает счет, а в равной концовке гости ошибаются чуть больше. Снова 25-22 в пользу Урала, и встреча переходит на тайбрейк. Укороченный решающий сет команды проводят словно на качелях. Начало остается за Уралом, однако благодаря серии подач Панкова динамовцы входят в концовку с небольшим преимуществом. В решающие моменты бело-голубые допускают ряд ошибок в различных элементах, а уфимцы напротив используют свои шансы, завершая встречу эйсом Потолюка. 16-14, 3-2 сенсационная победа Урала под руководством Игоря Шулепова. Москвичи, видимо, находятся под серьезными нагрузками, чтобы показать максимум в финале Кубка. Другого объяснения последним результатам у меня нет. Самым результативным игроком стал Цветан Соколов, набравший 29 очков. Не сильно отстал от него и диагональный Урала Роман Потолюк, набравший 28. Ну и все-таки напомню, что остальная статистика и мой прогноз на ваших экранах. Невероятно интересным получился 11-й тур мужской Пари Суперлиги. Красочная защита, невероятные камбэки, искренние эмоции. Давно не испытывал таких теплых чувств по итогам всех матчей. Давайте изучать, как расположились команды в турнирной таблице. А вот расписание 12-го тура. Надеюсь, вы так же, как и я, кайфанули от волейбола, который подарили нам команды. А если и от обзора получили удовольствие, то не поленитесь поддержать это видео лайком, подпиской и комментарием. И в Telegram обязательно зайти и подписаться. Огромное спасибо каждому за просмотр и поддержку. Ну а с вами был фанат волейбола. До скорой встречи!